Всем привет, с вами Андрей. Сегодня мы продолжаем наше путешествие. Нижняя Саксония, город Брауншвайг. Приехали на толкучку, барахолку. Это большая такая парковочная зона, где по выходным проходит базар. Здесь вход тоже платный, 1 евро стоит. Плюс на парковку, чтобы заехать, 2 евро. Вот вам немножко отличие есть Нижней Саксонии от Гамбурга. Ну, в принципе, это не так страшно. Это не главное. Главное, что мы попали, и здесь хорошая погода и много людей. 30 евро. Такие светильники. Уже цена есть. Красивые. Это каждый 30 евро стоит. Ох ты! 80 евро, ну это вообще красота. Это с какого-нибудь старого дома. Опять же, тут есть колокольчик. Ткань старая. Смотрите, красиво. Ну и где-то около 100 евро будет стоить. Ну это и, наверное, все-таки как декорация больше. Вот такой я уже крючок покупал. Дракона. Так, а здесь значки. Москва, 55-й, 61 год. Кстати, в Нижней Саксонии есть правило, что по воскресеньям на базаре нельзя торговать новыми вещами. Я об этом только узнал, когда вот читал, где находится базар, и искал местонахождение. Как раз вот такую информацию я для себя открыл. Красивый, симпатичный. Ja, da. Ach so, ja, ich sehe schon. Chateau Bordeaux aus Frankreich, ne? Das französische, ja. Ja. Nicht schlecht. Was kostet? Ein Hunderter. Oh, Das ist reine Handbewegung. ja. Это из Франции 100 евро стоит. Sehr gut. То есть он знает, откуда посуда и стоимость этой посуды. Вот посмотрите. Но опять же, фигура, да, 125 евро. Но я вижу, что на фигуре пальцы, они немножко обломаны. То есть она столько стоить не будет. Извините, но за такую цену покупать, когда кончики пальцев, их просто нет. Ну, никто не купит. Те, кто занимается коллекционированием, они это не возьмут. Ну, вот такую симпатичную вареницу нашли. Сейчас спрошу цену. Можно купить на дачу, как декор. А можно даже туда и варенье налить, и на стол поставить. А здесь очень много разной посуды красивой. Я вам просто покажу, что можно купить. Так что в каждом регионе свои базарчики, свои правила. И здесь тоже, вы видите, все аккуратно стоит, вот не разбросано, можно ходить и рассматривать. Вот это мне нравится, что все очень аккуратно разложено. Не успела я вам заснять, купили супруги вот такой браслет из янтаря, красивый. Это с Ганновера, сам старый город, панорама города, но это город старый, потому что здесь еще видны крепостная стена есть. Ну, красиво сделано. Ух ты, тяжелая какая.
Это оригинальная какая-то чаша. И она очень тяжелая. Я думаю, что евро 50-100 будут за нее просить. Но она красивая. Посмотрите, здесь рисунок стертый. Это старое. Видно. Was kostet? Спрошу, на всякий случай. 30 евро. Даже как-то мало. Wie alt ist? Wenn ich dir eine Expertise gebe, dann kostet es 70. Просто здесь похоже, как будто наплавление сделали. Вот даже есть какие-то инициалы. Так, это у нас погоны Grenztruppen ДДР. Это у нас пограничники Grenztruppen. Вот видите, раньше вот такие погоны были. А вот здесь вот это вроде похоже, что, но опять же я не могу сказать, лейтенантские погоны, звезда есть. Но это тоже может быть ДДРовские погоны. Красивые стулья. Но помимо стульев я вижу еще есть шлем. Я вчера был на другой барахолке, толкучке. Там шлем 55-го года хотели мне продать за 15 евро. Но я опять же не любитель таких шлемов. Здесь я не вижу какой год. Можно узнать. Was kostet? Еще дороже. А кто увлекается куклами, то можно купить вот такие наборы специально для кукол. Это все приборы в уменьшенном виде. Даже вот такие упаковки, что здесь, хлопья, ну тут, то есть разные продукты питания для кукольного дома. То есть это вообще, ребята, посмотрите, все сделано как оригинальные изделия. Это вообще шик. Очередной стол с красивой посудой. Посмотрите, красота какая. Ох ты, ну это вообще очень красиво смотрится. Бельгийская посуда. А здесь такой дедушка, выразительные глаза, да, да и сама тарелка очень красивая. Самое интересное для меня это, конечно, вот такие рамы. Они очень интересны, старые, и вот цена даже есть 60, 36, 33, и они деревянные, старые, но, скажем так, они представляют историческую ценность. Возможно, где-то стояли в каком-нибудь старом доме, даже в какой-нибудь церквушке они стояли. Видите? Есть вообще вот рамы столетние, может быть, даже более 100 лет этим рамам. Не было раньше горячей воды, канализация только-только в 17-18 веке зародилась в Европе, и чтобы помыться, людям приходилось придумывать разные приспособления. Показываю, это специальная грелка, туда ложили угли, набирали в тазик воды и опускали грелку. Вода нагревалась, грелку вынимали и потом могли принимать ванну. Вот таким способом люди мылись в Европе 17-18 век. Как вам? Посмотрели. Тут даже есть... Крафт. Кауфен. Тренируй, потом будешь. Это фирма Мусимо. В Германии сделали это наподобие русских гуслей. Но это все-таки не гусли. Мы... сейчас с русскоговорящим продавцом спорили, он мне говорил, что это гусли, я говорю, нет, гусли, я нашел в интернете, показал. Они немножко по-другому выглядят, это немецкий вид музыкального инструмента, называется по-другому. Ну, все-таки красиво. Не, они красивые и старые. Так что, хороший у вас товар. Посмотрите, здесь можно купить и ложки, самовар красивый есть. Наверное, покупка наша самая лучшая до этого момента. Посмотрите, какая красивая девушка. Есть даже подпись
кто ее сделал, автор, и очень мне понравилось, и моей супруге. А здесь тоже много разных военных фляжек, военная атрибутика, вот сапоги можно купить, там целый шлем 45 стоит, кожаный 35, саперная лопатка. Кто захочет, тот может купить себе тельняшку ВДВ. Тельняшка ВДВ всего лишь 15 евро стоит. Очень такой атмосферный базарчик здесь. Нам понравилось. Вот идем, рассматриваем. Есть даже продавцы русскоговорящие. Вежливо нам рассказывают, показывают свои товары. То есть вообще классно. Ну вот смотрите. Щетка с таким совочком 25 евро. Но они красиво смотрятся. Это в домах раньше такие были щетки. Представляете? Красота. 25 евро стоит. Ребятушки, ну вот это моя самая такая удачная находка на данный момент. Щетка с таким винтажным. Даже это антик, я посмотрел. Иногда хочется купить, но я знаю, что их трудно продать. Это медь, латунь, вот разные такие интересные декоративные предметы. Ну, просто смотрю и любуюсь. Красиво, конечно. Так, монеты у меня уже их много, так что я их пока не покупаю. Если уж какие-то будут старые монеты, которые я примерно знаю, что они, сказать, ценятся коллекционерами, то я возьму. А это в основном мелочевка, которая стоит, ну, от силы 2-3 евро. Может быть, если повезет, если вы еще найдете. Вот. Ценятся серебряные монеты, бронза. А это в основном такие сплавы, они недорогие. Их просто много. Но вот среди таких монеток можно увидеть 5 копеек 91 года. Видите? Монетки все свежие. А это юбилейные монеты. Я их вообще не смотрю. Показать потенциал вот этой барахолки. Посмотрите, сколько места. Это могли сюда еще приехать примерно около 50-100 продавцов. Это уже очертили места, где можно ставить свои машины. Видите, это просто потенциал огромный этой барахолки. Сегодня, наверное, половина места свободная. Ребята, у нас столько места в Гамбурге нет, я вам скажу. Смотрите, старые винтажные часы. Меня один из подписчиков спрашивал, можно ли купить часы с кукушкой. Вот, смотрите, есть часы с кукушкой. Там кукушка живет. Вот, 69 евро стоит. Насчет рабочие, нерабочие сказать я не могу. Надо смотреть. Вот еще одни есть, но это... Тут, по-моему, это наверх одевается 169. Так что даже вот такие часы можно купить. Это вообще, наверное, какие-то... если посмотреть, они, конечно, в плохом состоянии, но это этим часам более 100 лет. Посмотрите, какой механизм. Надо его уже перебирать полностью. А вот это более современные часы, но это опять же 20 век, наверное, середина 20 века. Открывается стекло, завод вот здесь заводили ключом специальным, ключа нет, так что это уже минус. Так, это маятник от часов. Продают даже старые фотографии, немецкие, черно-белые. Так все лежит, вся история чьей-то семьи вот в этой коробке. Наша прогулка подходит к концу. Отличный базарчик такой, такая толкучка. Отличие от нашего Гамбурга, где все орут, постоянно все лежит на земле, вот это все в грязи, в куче, надо рыться. Здесь
все так цивильно, такая приятная атмосфера, как моя супруга заметила. Ходишь спокойно, рассматриваешь, все аккуратно лежит, разные местные колбаски продают, можно сесть покушать, все аккуратно и много очень места. Это буквально еще можно было столько продавцов сюда на эту парковку поставить, и хватило бы всем местом. То есть в Нижней Саксонии это плюс, аккуратность и больше места, чем в Гамбурге. Ну и минус, но опять же, здесь за вход надо платить деньги. У нас такого нет. Как просто прийти погулять, посмотреть не получится, как в Гамбурге. Ты просто прошелся, тут надо заплатить за вход. А так, отличная барахолка, мне понравилось. Так что едем дальше. Время незаметно пролетело, и я уже смотрю, время-то обед. Так что после барахолочки зашли мы в азиатский ресторан. Сейчас перекусим. Здесь у нас буфет, то есть платишь определенную сумму денег. В этом ресторане 21 евро 90 центов и кушаешь сколько хочешь. Единственное, напитки стоят отдельно. Так что выбор большой. Это у нас обед, и после этого я думаю, что мы еще успеем заехать в центр, посмотреть Брауншвайг. Небольшой городок, но есть историческая часть города, так что я думаю, будет интересно. Так что всем приятного аппетита, ну а я вкушу. Нахожусь я в городе Брауншвайг, и после обеда решили заехать в старый город посмотреть, так как не побывав в старом городе, это, конечно, ошибка. Надо всегда посмотреть местные достопримечательности. Город был основан в XI веке. Один граф основал на мелководье реки Окар. По-русски это Брод. Вот, и название этого города, наверное, все-таки произошло от имени графа. Брауншвайг. Позади меня вы видите кафедральный собор, старый стоит, католический или евангелический, я еще не посмотрел, потому что они все почти вот, ну, вы понимаете, немцы, они католики или евангелисты, протестанты есть, и в каждом городе по 3-4 церкви. Также на площади стоит очень старое здание, это мастерские, сейчас я прочитаю. Вот этот дом был построен в 1573 году. Обалдеть, это же сколько лет ему, сотен. Это самый старый дом в этом городе. Его ремонтировали в 1868 году, в 1974 и в 1995 году. Но вот такой дом, это до сих пор сохранили его в хорошем состоянии. Посмотрите, это Фахверхаус, массивное дерево с кладками камней между деревянными балками. Это просто красота. Очень красивая архитектура. Вот я в такие городки приезжаю, в деревни, и когда вижу, это просто красота. И посмотрите, вот обычно на разных таких домах, где были фабрики или небольшие мастерские, аптека, пекарня, были из железа разные вот такие таблички, наверное. Они, можно было по этим табличкам сразу понять, что в этом доме находится. Там обувная, мастер пошивочный, аптека. Ребят, я не готовился к этому городу, не читал особой истории, потому что просто так спонтанно вечером решили, когда были в Ганновере, заехать в этот город на барахолку, потому что она одна из самых больших барахолок в Нижней Саксонии, и также спонтанно решил заехать в старый город посмотреть, так что просто вам покажу. Конечно, я думаю, почитаю историю вот этих зданий. Как вы поняли, вот с левой стороны это бург, он же старый дворец или крепость герцога. С правой стороны это
церковь, собор большой. Очень все красиво, конечно. Ну, мне понравилось. Старая рыночная площадь. Буквально в 2 метрах от старой рыночной площади вы видите позади меня ратуша. Очень красивая архитектура, как вы видите, это примерно, наверное, 19 век. Я не думаю, что она такая старая. Ну, просто очень большое здание. Сейчас я подойду и вам точно скажу, когда построили эту ратушу. Так я и думал, что это 19 век, это конец 19-го, что Людвиг в 1894 году начали строить, в 1900 году ее построили. 61 метр это высота башни. Так что достойная ратуша в таком небольшом городе. Особое внимание я вам хочу показать на местные лавочки. Здесь подножки выполнены в виде разных зверей. Очень оригинально. Я заканчиваю свою экспресс-экскурсию по городу Брауншвайг. Я вам не гарантирую, что я вам показал все, что здесь интересное есть, так как все-таки, чтобы посмотреть все достопримечательности, нужно время. У нас времени нет. Сегодня воскресенье. Мы посетили барахолку, пообедали, немножко пробежались по центру города. И сейчас прыгаем в машину и едем уже в сторону дома. Где-то часа 2 ехать нам до Гамбурга. Так что такая поездка у нас получилась. Смотрим видео, подписываемся. С вами был Андрей. Всем пока.